Привет всем! В этом видео сделаю обзорчик индикатора уровня заряда аккумулятора. Заказывал на AliExpress, ссылка будет в описании. Если вы уже купили и не знаете, как его настроить, либо ссите себе индикатор заряда для аккумуляторов, то можете посмотреть в этом видео. Я покажу, как он подключается, как он настраивается, и по ссылочке в описании вы можете его приобрести. В комплекте идет сам индикатор, идет в таком корпусе черном. Сзади есть клемма для подключения вот этого проводочка, который идет в комплекте. Вот вставляется в разъемчик. Это кнопка для настройки с обратной стороны. То есть вы его сначала настраиваете, потом устанавливаете, потому что, чтобы перенастроить, вам нужно будет его вынимать и нажимать на вот эту кнопочку. Подключается очень просто, он подключается напрямую к аккумулятору. Вот эти два провода. Красный вы подключаете на плюс, черный вы подключаете на минус. И нужно будет его еще настроить в зависимости от типа вашего аккумулятора и количества ячеек в аккумуляторе. И я подключу к блоку питания, чтобы было видно, как он работает, как настраивается. На черный минус подаю, на красный подаю плюс. Вот он засветился. Плохой контакт. Вот, заработал. Сейчас я приглушу чуть-чуть свет. Итак, что он тут у нас показывает? 100%. Это в процентах показывает уровень заряда аккумулятора. Сейчас выставлено под литий-ионный аккумулятор и 12,3 вольта, 12,6 полный заряд литий-ионного аккумулятора. 12,3 он уже показывает, что заряд 100%. Напряжение показывает в вольтах. И температуру 28 градусов. Здесь стоит встроенный датчик температуры. Он находится внутри корпуса. То есть он показывает не температуру аккумулятора, а температура, которая находится внутри вот этой коробочки. Я крышку снимал. Там есть контакты для подключения внешнего датчика. В принципе, можно, если вы дружите с паяльником, подпаяться и подключать внешний TC-датчик, которые там идут от любого терморегулятора. Это такой на проводочке, и край у него в колбочке запаянный. Вот этот термодатчик сюда подойдет. Также здесь есть кнопочка. Кнопочка она нужна для того, чтобы включать индикатор и выключать. То есть вы можете выключить его, затем нажать кнопку, и индикатор включился. А теперь я покажу, как его настраивать. Здесь у нас с обратной стороны есть кнопочка. И нам ее нужно будет зажать, я ее буду нажимать, но смотреть будем все равно на экран, чтобы было видно, что здесь показывается. Вот мы зашли в меню настроек. Я зажал кнопку и удерживал ее, и мы вошли в меню настроек. Дальше кнопкой включения мы пролистываем меню. Если зажимаем, возвращаемся обратно. Одним нажатием, первый пункт, перешли к выбору типа аккумулятора. И опять задней кнопочкой мы выбираем тип аккумулятора, нажимаем ее. И у нас значение переключается. L – это литий-ионный аккумулятор. P – это плюмбум с английского, то есть свинцовый аккумулятор. И F – это железофосфатный аккумулятор. Три типа аккумулятора. Если вы будете использовать гелевый аккумулятор, то это свинцовый аккумулятор, то есть мы выбираем P. Или автомобильный аккумулятор, либо гелевый, которые идут для бесперебойников, либо солнечных панелей. Гелевые – это свинцовые аккумуляторы, поэтому выбираем P. Я выберу L. Это литий-ионный, я в основном такие использую, там либо в шуруповертах, либо еще каких-то поделках. То есть я пользуюсь литий-ионными в основном аккумуляторами. Дальше мы переключаем вот этой кнопочкой и переходим к выбору количества банок. Напряжение, при котором работает этот индикатор, от 9 вольт и до 100 вольт. То есть минимум мы можем выставить здесь 3 банки. Если выставим 2 банки, показывать будет неправильно. И если аккумулятор двухбаночный разрядится, то он погаснет и не будет работать. Потому что минимальное напряжение для работы этого индикатора 9 вольт. Поэтому мы выставим 3 банки. Это 9 вольт, это когда полностью разряженный аккумулятор. А когда полностью заряженный, это 12,6. Выбираем 3 и зажимаем кнопку включения, чтобы
назад в меню вернуться. Это первый пункт. Мы выставили, какой аккумулятор у вас. Выбрали и сохранили настройки. Дальше переходим ко второму пункту. Также заходим сюда. Это у нас время автоматического выключения. Сейчас стоит off, то есть дисплей автоматически выключаться не будет. Если мы включим on, то это у нас время, через сколько автоматически будет дисплей отключаться. Можно выбрать 10 секунд, можно 30 секунд, 60 секунд, 120 секунд, 10, либо переходим назад и выключаем. То есть мы будем его включать-выключать вручную. Это второй пункт настроек. Переходим к третьему. Заходим. Это калибруется значение в процентах. Оно стоит вообще по умолчанию для каждого типа аккумулятора. Но вы можете задать вручную значение, выставить минимальное напряжение, при котором аккумулятор разряжен, и выставить максимальное значение, при котором аккумулятор заряжен. То есть выставили там, например, 9,5 вольт напряжение, и когда аккумулятор разрядится до 9,5 вольт, то будет показывать 0%. А если по умолчанию, то будет там показывать там 3, 4, 5%. Ну, сколько по умолчанию оно есть. То есть с помощью вот этих двух значений мы выставляем минимум и максимум заряда. Ну, я тут трогать не буду ничего, лучше оставлять все по умолчанию. Все, индикатор настроен и готов. Из меню вы вышли. Вот так работает и настраивается индикатор уровня заряда. Ссылочка на него в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.